Коллеги, привет! С вами снова Макс, канал Макс Лисовский. Очередная настоечка от Олега Карпа, но по моему методу, друзья мои, настаивание. Имбирно-лимонная, друзья мои. Вот вам состав. Я буду делать уже некоторые настойки, я сделал от Олега Карпа, зашли на ура, ребят. Я буду делать концентрированную сразу настойку на малом объеме спиртуозности, жидкости, скажем так. Здесь у меня 600 мл дистиллята сахарного, 40% спиртуозности. Почему 600? Я уже в роликах говорил. Потому что сухие ингредиенты у нас забирают от 100 до 150 мл жидкости. И потом, спустя 14-15 дней, отжимаем данную концентрированную настоечку, отжимаем все соки, распределяем на 6 равных частей, так как у нас данная настойка дается на 3 литра, а я буду делать настоечку на пол-литра дальше, чтобы понять, зайдет эта настойка нам или не зайдет. Ну и дабы не терять потом больше, скажем так, если не зайдет настойка, вот уже пол-литра и плюс концентрат уже можно, скажем так, перегнать в дальнейшем с какой-нибудь брагой или это, но не 3 литра, скажем так, а пол-литра, там, миллилитров 600, сколько будет в общем объеме, если настойка не зайдет, друзья мои. Такое ощущение, что есть здесь анис, но в наборе аниса не написано. Ребят, настоящие духи. Да, я настаивать буду где-то дней 15, 14-15, потом все отожму. Ну вообще обалденно пахнет. 600 миллилитров. И да, ребят, и не ленитесь. По возможности подходите 2-3 раза в денечек, ну хотя бы 2 раза в день. Переколотайте баночку или ту емкость, которая у вас там будет. Данная настойка потом превратится в концентрат. Концентрат даст небольшой осадок. Можно снять его с осадка, а можно не заморачиваться. С осадка потом снимать, когда вы добавите определенное количество концентрата в данный напиток на пол-литра или на литр, как там уже распределите. Если на литр, то делим оставшийся концентрат на 3 части. Если на пол-литра, на 6 частей. Это обычно 80-70 мл на пол-литра идет. И данную настойку можно уже употреблять спустя полдня. Я начинаю дегустировать, полсуток пройдет, и я уже начинаю снимать пробу с данной настойки. И она уже очень вкусная. И в последующие там 2, 3, 4 дня она не меняется, скажем так, самое главное, в худшую сторону. Вот. Но она не меняется, ну, больше не насыщается ничем, ребята. А вот она как осталась через полсуток вкусная, так она и будет. Пробежали у нас 2 недельки. Настоечка имбирная, лимонная, а точнее концентратик, который я делал, уже готов. Сейчас осталось только отфильтровать это все дело, посмотреть, сколько у нас получится концентрата. И будем разводить до питьевого уже режима. Добавлять, вернее. Ух ты. Вот это супер, друзья мои. Нюхнул и выпал в осадок. Ребят, крутой аромат. Ну что, друзья мои. Отфильтровал я будущую настоечку. Обалденно пахнет концентратик имбирно-лимонный, друзья мои. Значит так, вышло у меня 480 мл. А как помните, я заливал 600 мл изначально в ингредиенты, в саму настойку. Вот видите, 120 мл сами сухие ингредиенты у нас забрали. Так что имейте в виду это. Значит, я разделил на 6 частей, так как настойка у нас идет на 3 литра. Здесь 480 мл поделил на 6, по 80 мл идет у нас на пол-литра нашего дистиллята, друзья мои. Здесь у меня обыкновенный сахарный дистиллят, пол-литра. Добавил я сахар, не стал я делать, как здесь пишут, сахарный сироп 50 на 50, 50 водички, 50 сахара или мед. Итак, мед я тоже не стал добавлять. Я хочу понять сам вкус данной настойки. Ну, слегка подсластил. 1 ложечка чайная сахара здесь растворил уже. Значит так, друзья мои, беру
другую мерную колбочку и 80 мл вымеряю. Выливаем в баночку. Потом при настаивании я дам постоять, ребят, полдня, а то и больше, может быть день. И потом начну дегустацию. И пол-литра сахарного дистиллята, да, крепостью 40%, друзья мои. 1 ложечка чайная сахара. А с вами продолжим спустя или полдня, или сутки. Ребят, а наш готовый концентратик для будущих настоек просто переливаю в баночку, в любую стеклянную. И держите где-то в укромном местечке подальше от детей и от взрослых, друзья мои. И самое главное потом, чтобы эта настоечка у нас зашла, была вкусненькая, а не пришлось ее перегонять в дальнейшем, если она не зайдет. Но перегнать лучше, скажем так, пол-литра или перегонять 3 литра.